Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события до конца августа. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Конечно, будем реалистами. Всегда предупреждаю, любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений. Знаменателен конец августа на планетарные события. Ориентировочно может произойти, в зависимости от региона, от нескольких часов, может быть, где-то и минут. Это на границе 3-4 сентября. Одна планета, как, например, Венера, она выходит из ретроградности 3-4, опять же, в зависимости от региона. Но планета Юпитер как будто идет на смену. И вот будет тот момент, когда у нас не 5 планет, если мы говорим, на неделе с 21 по 27 у нас будет в режиме ретроградности. А когда у нас будет 7 планет, мои дорогие овны, пусть это короткий период, но ведь это днями раньше может проиграться и днями позже. И это буквально Меркурий, Венера, Сатурн, Нептун, Плутон, Юпитер и Уран. Это будет, да, в сентябре. Но поскольку мы все же зависим от планетарных событий, вот август и может, конец августа, нас словно подводить к какому-то итогу. И изменение мировоззрения, в принципе, наши какие-то стереотипы могут совершенно сломаться, как вот ломка шаблона может прочувствоваться очень активно, или, знаете, какая-то конкретика нашей жизни. Мы можем думать все, что угодно, но могут быть действительно те какие-то важные решения или обстоятельства нашей жизни, когда мы все больше свыкаемся с мыслью, что да, не будет так, как прежде. Это могут быть и геополитические события. Наверное, самое главное – быть максимально открытым ко всему, что ранее казалось странным, допустить вот этот самый альтернативный вариант развития событий к тому, что было неправильным для нас, предположим, или каким-то противоречивым. Главное быть гибким и меняться под влиянием обстоятельств. Помним, наверное, я в нескольких видеох не устаю это повторять. 23-й год – это год адаптации, 24-й – это идет год дракона, а следом год змеи. Правда, что-то будет отстраиваться заново. Преодолеть свои страхи, наверное, это тоже будет иметь значение. Давайте мы с вами узнаем, что думают карты. Каковы же для вас овны события до конца августа? Первую карту достанем и спросим, что уйдет или что завершится. По мнению карт, конечно же. Что новое войдет в вашу жизнь или что придет? Какие неожиданности возможные могут быть до конца августа? Что будет мне помогать? Что будет меня радовать? А что мне может помешать? И далее мы достанем 3 карты. Это как 3 события. А может быть, это будет одно какое-то событие из нескольких составляющих. И мы их раскроем после, как видят карты. Итак, давайте мы узнаем, что же завершится для вас или что уйдет. Знаете, если вы, допустим, до этого времени хотели в чем-то определиться, узнать правду, вы можете прийти к выводу, что мне эта правда уже не нужна. Если была какая-то важна прежняя истина, или, может быть, вы считали какой-то известен, новость для вас, наиболее актуальным, и как-то это нужно либо развить, либо уделить вниманию, докопаться до сути. Вот здесь это уходит. Вообще, в принципе, уходит желание кому-то что-то доказывать. Это положительный момент, правда. Уйдет желание как будто обострять какую-то обстановку. Здесь больше захочется самому воспользоваться собственной интуицией или сначала рассмотреть какое-то дело, что же происходит по факту. То есть не просто мы как будто подразумеваем, что нас могут или обмануть, или нам сказать какую-то нечестность. Мы переключимся с этого желания
полностью на какую-то конкретику жизни. Мы не будем докапываться до сути. Это как будто уходит, это будет попросту не важно, это не будет иметь какого-то значения. А что нового войдет в вашу жизнь? Знаете как, вы, наверное, оставите какие-то, может быть, прения или какое-то несогласование или несогласованность. Если были с кем-то моменты, отношения, недопонимания, вам как будто будет тоже все равно. Правда, тут вас может так перезагрузить конкретно. Для вас могут отойти какие-то способы заработка или на второй план. Или вы вообще можете как-то проанализировать уроки именно с деньгами, могут для вас проходить. И если мы спрашиваем, что нового вообще войдет в жизнь, по пятерке пентаклей вам захочется просто-напросто делать деньги. Вы можете прийти к выводу, что для какой-то моей мечты или для того, что я хочу осуществить, для меня сейчас самое главное быть ресурсным. И по пятерке пентаклей могут проиграться не только вопросы финансов, но и вашей собственной ресурсности. У кого-то это вот именно какая-то конкретика жизни, на злобу дня, то, что мы говорим, может быть побудительным мотивом к тому, чтобы вы что-то даже начали изучать. Или подумали, что нет, я попробую себя, может быть, в какой-то другой профессии или специальности, или в новом деле. Я готов к этому учиться. Вас может что-то увлечь. И не потому что, ну вот, есть какая-то правда там, да, если бы вот вы раньше как будто бы сначала бы, может быть, разузнавали что-то. Вот в период до конца августа вам будет совершенно отчетливо понятно, чем стоит заниматься, а чем заниматься не стоит. И это не благодаря какой-то новости, или кто-то сказал, или чему-то мнению. Вам захочется быть более ресурсным именно потому, что обстоятельства жизни так складываются, и как будто все, точка, баста. Тут нет места никакой философии или какому-то рассуждению. Давайте мы узнаем, какие неожиданности. А для кого-то из вас неожиданности приятные, карта счастья, как раз нас что-то радует, потому что, опять же, есть какая-то сбалансированность по всем сферам жизни, и для нас это может означать, знаете, какие-то перемены, может быть, либо в вашей семье, либо в вашей личной жизни, и это вас разворачивает именно к тому, что хочется удержать какое-то свое благополучие, или вот эту зону безопасности и своего комфорта, что-то вот с материальным подсмыслом будет для вас настолько важно, что вам захочется что-то сберечь. Не то, чтобы где-то поступить импульсивно или подумать так, да, ну, сейчас не получится, ладно, значит, в другой раз будет какой-то более благоприятный случай, период, или я еще раз смогу какой-то взять реванш. Нет, вам именно захочется что-то удержать на сегодняшний момент. Именно то, что касается по десятке кубков, больше либо вопросы личной жизни, может быть, вопросы в паре, вопросы семьи, вопросы с детьми, или то, что касается вашей недвижимости, тут тоже вы можете какие-то делать пересмотры, но нас именно словно какое-то благополучие подталкивает к тому, чтобы больше предпринять действий на сохранение, улучшение, на рост какой-то, чтобы не подвергнуть риску, может быть, то, чего я уже добился. Вот в этом каком-то ракурсе, может быть, для вас некоторые мысли покажутся отчасти странными, потому что больше на какой-то импульс, порыв вы прежде могли быть настроены, а здесь захочется стабильности, мои дорогие овны, и все, и никаких может быть и если, вот как будто так, судя по картам. Давайте мы посмотрим, что же будет нас радовать, что будет помогать. А именно вот опять же нам и говорят, деньги будут, но остаться словно без денег или без, не имея каких-то ресурсов, вот это будет основной, повторяюсь, побудительный мотив для того, чтобы вы пересматривали свою стратегию, тактику, какие-то, может быть, тезис, планы, еще что-то, словно развернулись, словно, знаете, вот такая энергетика, она больше тельцовская. И вам вот именно в сторону вот этой стабильности, надежности захочется, а не какой-то игры, может быть. По девятке пентаклей нам говорят, что помогают, деньги у вас будут. Может быть, статус ваш помогает, какая-то надежность,
удачный период жизни помогает, и всеми силами захочется это удержать. Вообще стабильный период у вас до конца августа, наверное, вам Вселенная помогает, мои дорогие овны. Правда, тут на увеличение только захочется и что-то не просчитаться, как будто вот такой момент, он тоже может у вас присутствовать. Давайте мы посмотрим, а что же может помешать. А вы знаете, а вам ничего не может помешать практически. И еще раз нам одна карта говорит, это король Пентаклей, это те люди, которые сделали себя сами, если мы берем какую-то энергетику. Тут, скорее всего, будет удачное взаимодействие, может быть, с вашим партнером по бизнесу, по браку, или, может быть, это сотрудничество с каким-то человеком, или это вы сами, потому что по королю Пентаклей идут люди, которые создали сами себя. Для кого-то из вас я не хочу лишиться должности. Может быть, обстановка, кстати, такова, когда нам нужно ухо держать востро где-то, да и нос-то тоже по ветру, что происходит вокруг. Правильно анализировать какую-то обстановку, правильно, может быть, расставить какие-то приоритеты, мои дорогие овны, вам тоже отчасти может и придется делать. Но если мы говорим, что может помешать, да нет ничего, чтобы нам могло помешать. Единственное, если только воспринимать эту карту как какую-то зацикленность, может быть, на материальных вопросах, нам здесь от начала до конца об этом рассказывают. Ну да, видимо, такой период для вас, как будто больше хочется надежности, нежели каких-то американских горок. Вот есть такое. Давайте посмотрим, каковы 3 события. И у нас выпадает старший аркан умеренности. Ого! Старший аркан, верховный жрец, да вам прям по судьбе вот так. И 5 кубков. Вот я не хочу быть вот в такой 5 кубков. И с учетом того, что часто проигрывается, это мелкая карта, у вас 2 пятерки. Так вот, как я не хочу какой-то нересурсности, так вот я и не хочу никаких отрицательных эмоций. Мне это все надоело. Оценить словно, да, и какие 3 события. Смотрите. У карты умеренности нам говорит о гармонии в душе, и, в принципе, этот период для вас будет достаточно спокойным. Правда, и, видимо, благодаря вот этим энергиям у вас есть возможность все это словно сохранить, приумножить и как-то плавно войти в тот период до окончания года, когда будут 2 планеты, очень важные помимо всех остальных, да, но просто как Юпитер – это провластная планета, так и Уран – это планета, ее считают планета разрушителя. Вообще-то это где-то планета, которая нам преподносит ускорение. Да, есть моменты, когда словно ломка какого-то шаблона, как я сказала, может быть по этой планете. Есть какие-то неизбежные, может быть, обстоятельства жизни, которые мы тоже принимаем во внимание, но мы на все смотрим совершенно спокойно. Вашей энергии, посмотрите, нет никакого импульса. Если мы говорим, больше вы как будто, это я сказала, да, в тельцовских энергиях, и карта Верховного Жреца это как раз, ну, где-то по земным знакам больше проходит. Это надежность, уверенность, это какой-то статус, обязательно смена статуса. И у кого-то из вас, правда, может проиграться как какая-то возможность получения должности или для себя что-то сделать со знаком плюс в личной жизни. Или иерофант нищий не бывает. Мы можем чему-то учиться даже. Вот это тоже может проиграться. Я хочу изменить свою жизнь, и поэтому я готов к какому-то, может быть, отчасти импульсу своему, ведь как внутренние подсказки, они тоже к нам могут приходить. И поэтому, если какая-то сфера деятельности вас интересует, вы словно можете ее изучать или получать необходимые знания, которые тоже для успешной работы или начала чего-то, или для продолжения, как будто нам тоже нужны. Мы готовы учиться на ошибках кого-то другого, чем на своих собственных. Вот самое главное значение идет по Верховному Жрецу. И опять же, мы не собираемся с собой рисковать, потому что есть как будто что терять. Вот для вас какой-то полное такое разворот с переосмыслением может пройти в течение августа. Хотя, повторюсь, сам по себе период для вас достаточно стабильный. Вот такая подготовка перед последующим ретроградным движением Урана и Юпитера.
Что, кстати, произойдет? Эти оба ретро-движения будут в планете Телец. И вот у вас такая тельцовская энергия проигрывается. Вы, видимо, до конца года, мои дорогие овны, будете больше уделять внимание всему, что надежно. И никакого риска. Если мы спрашивали 3 события или 3 сферы, допустим, жизни, то для вас это проиграется как финансы, мой статус, ну и где-то личная жизнь или удержание каких-то теперешних позиций для вас будет важным до конца августа. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, мои дорогие овны.